Татьяна Сорока. Здравствуйте. Как работает скидка в 60%? Цены показывают полную стоимость. Вы заходите на сайт, выбираете понравившиеся уроки, которые хотите купить, в корзину, кладете их в корзину, заходите в корзину, и там отображается зачеркнутая старая цена и новая с правой стороны акционная. Напомню, что сейчас проходит у меня в онлайн-школе акция в 60% на все видеоуроки в честь предстоящего праздника весны. В школе более 50 уроков. Я сейчас делаю новый «Цветы в пейзаже». Очень мощный будет урок. Так что заходите, выбирайте. Будем учиться грызть гранит науки и двигаться вместе к мастерству живописи. Алиса Селезень. Меня волнует вопрос ценообразования. Допустим, готовится художник к выставке 2 месяца, тратит деньги на холсты, кисти, доставку и прочее. Себестоимость вырастает существенная. Должна ли продажа хотя бы одной картины покрывать все расходы, понесенные за эти 2 месяца? Что за 2 месяца? За всю жизнь всех неудач, горы красок, поисков. Или цена должна составлять себестоимость только на одну картину, плюс работа художника. В первую свою выставку я поставила цены так, чтобы продажа самой дешевой покрыла расходы только на Open Call. И только продав 2 картины, вышла в плюс. Но что мне подсказывает? Что-то подсказывает, что это неверный путь. Я понимаю, что нужно учитывать возможности рынка, но затраты на картины тоже не маленькие. Что вы посоветуете? Спасибо за ваше видео. Спасибо вам, Алиса. Давным-давно к Клоду Мане пришел человек и сказал, что я хочу научиться рисовать, возьмите меня в ученики. Первое, что спросил Клод Мане: а деньги у тебя есть? Вопрос серьезный. Все художники, у каждого свой путь, хотят заработать. А дело нелегкое. Большая конкуренция, тем более, если вы пишете новаторски. Все ж крутят у виска. Вы же хотите новое открыть, а к этому еще никто не привык. И как тут быть с ценами? Клод Мане имел в виду, как мне представляется, тот факт, что должна быть подушка, защищающая тебя от возможности экспериментировать, искать. Бато мне рассказывал, что 8 лет у него не покупали работы, отказались все галереи, все те покупатели бывшие. Он занимался росписью храмов, соборов, и это дало ему возможность быть на плаву, зарабатывать деньги другим, но продолжая свои эксперименты, продолжая выставки. 8 лет ни одной продажи, вы представляете? И потом начались продажи. Это непросто. Врубель продавал, когда ему нечего было кушать и краски, не на что покупать, просто за копейки свои работы, за копейки. Но когда, видимо, он почувствовал внутри, что то, что он делает, это очень сильно достойно, эти цены стали очень высоки. Все дело в внутреннем ощущении того, что ты делаешь, в движении к мастерству. Если ты почувствовал, что то, что ты делаешь, это сильно уникально, сильно это значит, это единственный раз создано, и это нельзя просчитать унитаз часами и затраченными там всякими кисточками, красками. Это что-то большее. Уникальность – это нечто, показывающее всем, кто видит ваши картины, что так никто не пишет, только вы. И эта картина единственная, ее больше нет. Если ваши работы растворяются во впечатлении, нужно как-то каким-то образом абстрагированно посмотреть беспристрастно на работы свои на выставке и других коллег. Если ваши работы ниже уровня или растворяются незаметны, я не знаю, как это сделать. Может быть, и главное, никто не поможет. Это вы должны ощутить сами. То и цены должны быть адекватны. Иначе никакого толку не будет. Но конкуренция большая, нужно все равно, мне кажется, стремиться к мастерству. Зрителя не обманешь. Зритель чувствует,
каким-то вот даже, вот, они ж не художники в основном, ну, те, кто покупают, у них есть чуйка на оригинальность, что-то здесь вот такое, что цепляет. И поэтому для меня главное, чтобы вас цепляло, да, вот как художника. Если вас это цепляет сильно, если вы, ну, что называется, выстрадали этот сюжет, вот как это сделано, да как. Да и если еще на картине есть что, то есть что и как это сделано, тогда это вообще два в одном. И если вас это сильно, вот вы выстрадали, сильно заводит, это работа, на которую потратили вы не только краски, это душа ваша вот в этом холсте, то обязательно кто-то откликнется. Просто это нужно показывать. И писать, больше писать. У клиента, у человека, который покупает работу, должна быть возможность выбрать. Очень хорошо, когда есть соборные выставки, когда вы вместе со своими коллегами выставляетесь. Понятно, что выставиться стоит денег. Но 2, 3, 4 работы, 10 – это не показатель. Нужно себя показать широко, чтобы покупатель должен увидеть многогранность этого художника, что он может, силу и красоту работы. У него должна быть возможность выбора. Ну, как в магазин мы приходим, на полках не стоит же один сок какой-нибудь добрый. Там же, целые 100 штук их. Должна быть возможность, естественная возможность выбрать. Значит, нужно делать персональные выставки. Да, это затратно и может не принести ничего. Поэтому Клод Моне спросил, есть ли у тебя деньги. Персональная выставка, вы на ней показываете уже, я не знаю, 1000 работ. Ну хорошо, 300, 400. И может быть 1-2 из них купятся. Или на них обратят внимание, и потом кто-то купит. Но нужно создать впечатление от некой серии, вот мощно должно быть, это много всего. И причем в разной технике желательно. И графика, и какие-то гуаши, темпера, и масляные маленькие, средние и большие. И все это вот как-то скомпоновать. Ну, в общем, это непростое дело. Что скажете вы, друзья? Давайте порассуждаем на эту тему ценообразования. Антон Соин. Спасибо. Хотелось бы узнать, на каком грунте лучше всего писать. Плох ли эмульсионный грунт? Хорош. Я много раз об этом говорил. Много у меня видео на эту тему. По мне, так это лучший грунт. И писать на нем очень удобно мне. Но кому-то довольно-таки сложно. Поэтому дело такое, как вы пишете. Если пастозно, для меня нет ничего лучше эмульсионного грунта. Если вы пишете, как-то так вот лессировочно, то, наверное, подойдет больше акриловый. Но, может быть, такой средний, среднетянущий, да. Пробуйте и тот, и этот, и методом проб и ошибок вы определите, какой грунт для вас лучше. Сейчас на рынке есть разные грунты. User W. Бывают ли выставки и пленеры в Краснодаре? Ну вот я был на Арт Краснодар года 4-5 назад, а пленеры пока что никто не приглашал. Если кто-то соберет группу, я приеду в любую точку мира, так что где-то от 10 человек будем договариваться, общаться, присылать свои предложения. Ирина Солоба. И в малом формате можно уйти в детали, не в формате дела. Это правда. Есть работа у Бато 4 на 5 сантиметров. Там столько всего, столько деталей. Но я говорил и часто говорю о том, что малый формат выгоден, удобен тем, что все-таки вы ограничены. У вас возможности уходить в детали подрезаны маленьким форматом. Тем более, если вам дать еще кисточку так побольше, да и мастихин. То есть вы вынуждены, на каком-то этапе, первом, главном, закладывать большие массы, мыслить большими кусками. Вы вынуждены за счет малого формата. Все равно вы идете от закладки больших мозаичных кусков. Я только об этом. Поэтому малый формат в этом смысле очень хорош. Я тоже, как и все, работал, 60 на 80, как в Строгановке приучился.
И как-то так вот маленько, ну что это, мелочь какая-то, да, но посмотрел на работы коллег, как они хороши в малом формате, как это целостно и общо. И попытался тоже попробовать, и мне понравилось. Так что хочу вас тоже к этому, ну, подвести. Это же развивает этот способ целостное мышление. Ну, согласитесь, поэтому почему бы им не воспользоваться? Не забывайте, друзья, про отметку в журнале, лайки, ну, кнопочку «Нравится» нажмите, если нравится действительно. Вопросы задавайте и комментируйте то, что у нас здесь все. Жизнь бурлит. В конце ролика будет прямая ссылка на то, как писалась работа «Кафе у моря». Это было 3 года назад, даже уже больше, наверное. Писалась эта работа на пляже в Черногории. Посмотрите, я думаю, будет интересно.